Слава Украине, привет всем от Полонского. Знаете, когда просыпается Трамп, всегда есть пища для размышлений, ну и даже чтобы поржать, потому что уже как к этому относиться, честно говоря, понятия не имею. Ну честно говоря, товарищ просто другой раз кажется невменяемым. Ладно, начнем с более вменяемых, хотя опять-таки невменяемых вариантов. Итак, друзья мои, закончились переговоры между делегациями Ирана и Соединенных Штатов в Омане. Надо сказать, что они проходили приблизительно в том формате, в котором и хотели иранцы, то есть через посредников. Посредником являлись оманские дипломаты. И вот эти утверждения Трампа о том, что переговоры будут без посредников напрямую, как мы видим, оказались, ну, не совсем верны, скажем так, честно и откровенно. Дальше, чего они достигли? Вот это самое главное. Почему? Потому что Иран готов к тому, чтобы стать ядерным государством. Зная, кто такие иранские мулы и что они из себя представляют, кстати, нам тоже, потому что вот шахеды на России откуда? Оттуда же, да, от верблюда. А наш самолет кто сбил? Они же. Да, так вот, мы себе очень хорошо представляем, кто это такие, и понимаем, чем, как говорится, эта вся ситуация чревата. Ну, о чем они договорились? Прежде всего, они договорились о том, что они еще один раз встретятся 19 числа текущего месяца. Все, больше каких-то конкретных решений нет. Ну, я вам честно скажу, Иран вряд ли пойдет на ядерное разоружение. Почему? Потому что они все смотрят на Украину. Пример Украины. Пример Украины таков, что после этого любая ядерная страна просто будет крутить у виска пальцем, говорить, ну что, с ума сошли, что значит отказаться от ядерного оружия? Вы что, посмотрите, что с Украиной произошло после этого. Со всеми гарантиями и вот этим всем лайном. Вот. Никто, естественно, то есть по вине Трампа на сегодняшний день все смотрят на то, как по-скотски относятся, по-мародерски, можно даже сказать. Вот все смотрят на этот договор, который сейчас Трамп предлагает Украине, и как он нас защищает, хотя обязан по Будапештскому меморандуму. Все просто ржут над этим, говорят, да нет, ребята, ну мы же не лохи. Идите сейчас объясните Ирану, Пакистану, Израилю, Северной Корее, еще кому-нибудь, кто сейчас в спешном порядке клепает ядерное оружие, о том, что ядерное оружие надо бы от него отказаться. Ну, даже смешно говорить, правильно? Никто этого делать не будет. Это все благодаря политике Трампа. Он, конечно, тут сработал зашибись просто-напросто. Ну и очередной ляп, такой серьезнейший ляп. Или я даже не знаю, как это понять, но вот администрация США вводит регистрационный порядок для пребывания любых иностранцев в Соединенных Штатах Америки. То есть нужно зарегистрироваться в течение 30 дней с момента, когда вы попали в США. При этом не указывается, кого именно это все касается. А невыполнение этого требования влекут за собой арест и выдворение. Я вот даже не знаю, как там у Илона Маска с этой регистрацией, как у Мелании Трамп с этой регистрацией. Понятия не имею, развожу только руками, сильно переживаю, чтобы их тоже под шумок не выслали оттуда. Вот, потому что, зная Трампа, он вводит такие вещи, что потом приходится выводить назад, только все ржут над этим. Ну ничего, если чуть что, он слетает за ней в Словению, а Илон Маск ему нафиг не нужен, он и так его собрался удалять. Посмотрите, что он заявил недавно по поводу Илона Маска. Говорит, да, мне вообще он, собственно, и не так-то и сильно нужен. И его Тесла, зачем она мне нужна? Помните, как недавно, совсем недавно, еще 2-3 недели назад он показывал эту Теслу, бегал. Я, говорит, купил себе Теслу, и детям купил, и там еще кому-то купил. А сейчас говорит, да не, мне эта Тесла нафиг не нужна, она там стоит в Белом доме, я даю служащим на ней покататься. Знаете, после такого заявления, ну прям не знаю. С моей точки зрения, Илон Маск вылетит как пробка из бутылки. Почему? Потому что более непопулярного человека сейчас себе в США трудно представить, потому что то, что он сделал, тот погром, который он учинил в государственных учреждениях, будут помнить очень долго, но люди остались без работы. Еще раз говорю, представьте себе, это взрослые люди, там 35, 40, 50 лет от роду, которые работали в этих госучреждениях. Другое дело, чем они там занимались, я не буду говорить, я не в курсе. Но представьте себе, это тысячи людей, если не десятки тысяч, которых уволили. У них суды какие-то, да, на квартиру, там мортгейджи, там у них какие-то автомобили, а там же все в кредит. Мебель, кредитов, кредит. Была какая-то зарплата, они свою жизнь планировали, бах, их всех уволили.
И они, их дети, конечно, вот очень хорошо помнят, кто такой Илон Маск. Я думаю, его засудят к чертовой матери. Засудят, вот. Ну, а за его все зиги и вот эти вот какие-то неонацистские, поддержку неонацистских партий в Европе, его очень сильно любят в Европе. Таким образом, Илон Маск будет, пожалуй, первым суперменеджером, который просто погасил свой бренд. Я имею в виду Теслу. А кто его теперь покупать будет? В Штатах его половина населения лютой ненавистью, что называется. В Европе больше половины, там процентов 70 его ненавидит. А из Китая он просто вылетел как пробка из бутылки из-за взаимных пошлин. Ну и что? Где он продавать будет? А, в Африке, в России. На России! Да, там у него купят. Не смешите меня. Да, вот это уже не бизнес, да, то есть чувак сам убил себя. Вот, и понимая это, Трамп его готовится слить, потому что, ну, он как бы более не представляет никакой для него необходимости иметь там Илона Маска, то есть он больше не нужен. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, в данном случае, возможно, даже в тюрьму, а может быть и на депортацию, я же не знаю, тут такое. Ну и следующий рекорд идиотизма, я по-другому не могу это назвать. Отмена пошлин на компьютеры, чипы, плазмы, вот это все дело, да, всю электронику, которая попала под пошлины, а она вся попала под пошлины вместе со всеми товарами из Китая, телефоны мобильные, планшеты, вот это все, да, мониторы, ну, короче, весь репертуар, компьютеры, ноутбуки и все это дело. Вот, все это попало под санкции, естественно, Соединенных Штатов Америки. Ну, Китай ввалил свои санкции в ответ. Значит, этот самый ему угрожал, Трамп угрожал тому Китаю, китайцы еще им санкции наваляли. Я при этом не сочувствую Китаю, я просто рассказываю вещи так, как они были в этой очередности. Вот, ну, в результате же думают, ну все, это торговая война, все, капец на холодец. Оказывается, бах, сегодня Трамп, значит, отменяет эти все пошлины на Китай. Имею в виду на всю вот эту электронику, перечисленную мной. А еще вчера, вот знаете, я рассказывал о редком глупце. Ну, правда, у него там все такие умные таланты, как говорится, у Трампа в правительстве. Но вот этот Лунтик-Фунтик, это, как его фамилия, правильно, поправьте меня, министр их этой торговли Трампа. Да, Лунтик-Фунтик. Так он, вот цитата, вот даже у нас есть на телеграм-канале внизу в описании к данному ролику, кому можете посмотреть. Удивительный чувак по своей неумности. Да. Цитата. Армия из миллионов и миллионов людей, вкручивающих маленькие винтики. Так и вспоминается Илья Кива с его гвинтиком. Я кажу, гвинтик. Гвинтик, как он еще сказал, так, не гвинтик, а он как сказал, винтик. Да, вкручивающих маленькие винтики, чтобы сделать айфоны. Подобные вещи придут в Америку. То есть, ну, очевидная глупость этого человека. Вот. Он представляет себе, что iPhone такой хороший, и вот, чтобы его сделать, достаточно взять и вкрутить маленькие винтики. То есть тогда iPhone получится, понимаете? Вот если вы будете вкручивать большие винтики, у вас получатся большие такие таксофоны, которые раньше висели на улицах. А если ты будешь вкручивать маленькие гвинтики такие, да, вот как Илья Кива делал, вот, тогда у тебя получится iPhone. Вот, то есть чудак о чипах и так далее, он не слышал, он понимает, что вот гвинтики ты вкрутишь и все будет хорошо в Америке. Вот, это он еще вчера говорил, то есть он считал вчера, что еще все перенесут свой бизнес резко в США, вот, а сегодня они взяли и отменили пошлины. Ну, это, конечно, прерогатива правительства Соединенных Штатов Америки, вводить пошлины и отменить пошлины. Ну, вы же посмотрите, ну, елки-палки, вы их вчера ввели, нет, 2 дня назад ввели, а сегодня вы их уже отменили. И так в всем. Сколько раз вводили пошлины и отменяли в отношении Канады, а Мексики, теперь Китай, Евросоюз. Понимаете, то есть такое впечатление, не такое впечатление, а пингвины. Кстати, на пингвинов пошлины, говорят, остались. Они, кстати, шибко недовольны. Да, вот. На мадагаскарских лемуров. То есть они вводят какие-то невообразимые абсолютно пошлины, какие-то принимают решения, которые невозможно натянуть на уши. Даже если они на 3 размера больше, просто потому что это ужас. Это жуть какая-то, да? Которые вынуждены через несколько дней отменять. Скажите, к такому
правительству будет какое-то серьезное отношение, кто-то захочет с ними иметь дело. Вообще, знаете, хоть одно правительство в мировой истории, которое вот сколько приняло решений, да, вот за там 3 месяца своего вообще существования, столько же и отменило. Я, честно говоря, вообще в шоке. Я не знаю, даже, по-моему, правительство Чунгачанги где-то в Центральноафриканской Республике, да, они такой фигней никогда в жизни не занимались. Не, они там всякое делали, даже людоедство было с крокодилами. Там был такой товарищ Бакаса, да, по-моему, звали его. Да, тот людоед был. И Диамин еще был такой же красавчик. Но даже они такой фигней не занимались. Вот именно слово фигня сюда подходит. То есть чуваки делают что-то от балды абсолютно. Потом понимают, что они сморозили такое, что не делают даже мадагаскарские пингвины. И чтобы не выглядеть хуже мадагаскарских пингвинов, в срочном порядке это отменяют. Ну ладно, если это делается один раз, то окей. Но когда это отменяется на 41 раз, 41-я пошлина, это невообразимая чушь, невообразимый идиотизм. Вот. Но вот они, вот сегодня вот такие вот лунтики, фунтики руководят Соединенными Штатами Америки. Ну и, конечно, главный рыжий фунтик кто-то. Ну, отдельно, то гениальный, я гениальный, кто там фунтик. Да, и еще один такой вот очень интересный момент. Значит, Трамп заявил, что он успешно прошел тест на умственные способности, ну, заявил, чтобы отличаться от Байдена. Помните, Байден там не мог найти выход со сцены? Было такое, да, что там? Бывало такое, да. Но сегодня Трамп же заявил, что он, ну, вот он прошел, он от Байдена отличается, но он пошел, знаете, он сегодня пытался зайти в самолет. Кстати, опять летел в Мар-а-Лаго играть. Он же без гольфа не может, да? Он же за деньги налогоплательщиков сел в самолет, улетел в Мар-а-Лаго. Но тут заковыка вышла перед самолетом. Внизу в описании к данному ролику, опять-таки, есть ссылка на это все дело. Получилась небольшая незадача при этом всем. Для того, чтобы зайти в самолет, нужно было произвести одну манипуляцию с зонтиком. А Трамп попытался зайти в самолет. Причем 2 раза. 2 раза. Сейчас я объясню, в чем дело. Знаете, как в Африке обезьян ловят? Сейчас объясню. Значит, берется ящик такой, а внутри лежит банан. Банан, да. Вот. И, значит, что делает обезьяна, чтобы забрать банан? Она туда лапу вставила, хватит этот банан, а вытянуть не может. Почему? Потому что дырка меньше, чем лапа с бананом. Во. В этом весь цимус, да. Но обезьяны поумнее, они бросают бананы и убегают. Да, убегают. Потому что лапа вылезает. А обезьяны поглупее, они их ловят потом и могут съесть. Да, там жрут обезьян. Вот так вот. Ну, так это принято. Вот. И как раз Трамп показал вот при входе в самолет, что он, ну как вам сказать, чтобы не обидеть никого, вот, ну, что на умную вот это вот, которая бросит этот банан, он не совсем вытягивает. Ну, посмотрите просто, это замечательно, да. Идет, а в самолет зайти не может.